Когда говорят о больших семейных кроссоверах, чаще всего вспоминают самые громкие имена сегмента. Но есть модель, которая за годы незаметно стала одной из ключевых для бренда – Volkswagen Atlas. Его история интересна тем, что он никогда не пытался быть самым ярким или самым необычным, но именно это во многом и сыграло свою роль. Когда в 2017 году появился Volkswagen Atlas, он занял особое место в сегменте. Изначально его задумывали как максимально универсальный автомобиль, без попытки выделиться любой ценой. Поэтому у него сформировалась своя аудитория. Для немецкого бренда эта модель стала настоящим локомотивом продаж за океаном. Достаточно сказать, что к 2025 году на сегмент кроссоверов приходилось около 80% всех продаж Volkswagen в США, и полноразмерный Atlas играл в этой истории очень заметную роль. Однако рынок быстро меняется. Появились сильные конкуренты – Hyundai Palisade, Kia Telluride и Toyota Grand Highlander, и борьба в сегменте стала заметно жестче. В такой ситуации обновление было лишь вопросом времени. Именно поэтому инженеры из Вольфсбурга вернулись к разработке. В итоге почти через десятилетие после дебюта первой версии мы получили полностью новое, второе поколение самого крупного кроссовера бренда – Volkswagen Atlas 2027 модельного года. Новый кузов, более современный интерьер и увеличенная мощность – все это часть попытки задать новую траекторию для модели. В Volkswagen рассчитывают, что именно такой Atlas сможет уверенно чувствовать себя среди современных трехрядных кроссоверов и сохранить свою роль в одном из самых конкурентных сегментов рынка. Новый Volkswagen Atlas 2027 выглядит так, будто дизайнеры решили немного изменить характер автомобиля, но при этом сохранить главное – ощущение большого и удобного семейного кроссовера. Внешность стала более обтекаемой и аккуратной, линии кузова выглядят плавнее, а сам автомобиль воспринимается более премиальным. И при этом Atlas сохраняет свою просторность, которая так нравится его владельцам. Спереди обращает на себя внимание световая графика. Две светодиодные полосы аккуратно проходят по краям, а с каждой стороны расположено по 6 дневных ходовых огней. Между ними логотип Volkswagen, который теперь подсвечивается почти во всех версиях, кроме базовой. Сзади дизайнеры продолжили ту же идею. Тонкая светодиодная линия проходит через всю корму. По бокам расположены по 15 светодиодных элементов, и они снова аккуратно подводят взгляд к светящемуся логотипу, деталь, которую оценят поклонники бренда. Колесные диски тоже добавляют характер. В зависимости от комплектации их размер меняется от 18 до 21 дюйма. В обновленной палитре появились 3 новых оттенка. Это песочный Sandstone, насыщенный ежевичный Blackberry и глубокий зеленый Sacramento Green. Дизайнеры решили не менять проверенные пропорции. Ширина, высота и колесная база остались прежними. Общая длина кузова увеличилась всего на 2,5 см. Второе поколение теперь имеет длину 5122 мм, ширину 1990 без зеркал, высоту 1788 и колесную базу 2980 мм. Судя по всему, клиренс тоже остался прежним – 203 мм. Кроссовер переехал на полностью обновленную модульную платформу MQB EVO, ту самую, на которой уже строятся последние новинки ВАГ. Под капотом больше нет привычных атмосферных V6. Теперь выбор сделан в пользу одного двигателя, новейшего 2-литрового турбомотора 5-го поколения EA888 или EVO 5. Он стал чуть мощнее прежнего – 282 лошадиные силы против 269. А вот крутящий момент теперь составляет 350, на 20 ньютон меньше, чем у предыдущей версии. На первый взгляд может показаться, что это странный компромисс для большого трехрядного кроссовера, где тяга с места важнее, чем мощность на высоких оборотах. Но дело не в потерях, а в том, как двигатель теперь работает. Раньше резкое нажатие на педаль давало всплеск крутящего момента за счет дополнительного впрыска топлива, чтобы охладить камеру сгорания. Сегодня это запрещено, и мотор стал эффективнее.
Новая форсунка турбокомпрессора быстрее раскручивает турбину, фазы газораспределения по циклу Миллера снижают давление в цилиндрах, а улучшенная система охлаждения держит температуру под контролем. В результате крутящий момент растет чуть мягче, пик ниже, но держится дольше. Производительность ощущается такой же, а расход топлива снизился. Не стоит ждать от него ощущения сверхмощности или ярких эмоций. Его вес по-прежнему около 2100 кг без пассажиров, а тем более, когда салон заполнен людьми и багажом. И многим водителям может захотеться больше мощности для уверенных обгонов и более резких ускорений. Мотор работает в паре с привычным 8-ступенчатым автоматом. Базовые версии идут с передним приводом, но большинство машин будут оснащены фирменной системой полного привода FAMotion. Стоит отметить, что аэродинамика и настройки двигателя улучшили топливную экономичность. Точных цифр расхода пока нет, но ориентировочно средний показатель составит около 9,5 литра на 100 км для переднеприводной версии и 10 литров на сотню для полноприводной. В отличие от моделей Hyundai и Kia, гибридной версии пока нет. Volkswagen обещает, что она появится примерно через 2-3 года в середине жизненного цикла модели. С учетом нынешних цен на бензин и удобства современных гибридов, это будет весьма актуально. Салон нового Atlas делает огромный шаг вперед по сравнению с прошлой моделью и почти догоняет премиум-класс. Центральное место занимает массивный кластер экранов. Уже в базовой версии водителя встречают 10- и 3-дюймовая цифровая приборная панель и 12- и 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа. В старших комплектациях диагональ центрального экрана увеличивается до 15 дюймов. Интерфейс знаком по новому Tiguan. Здесь есть сенсорные ползунки для управления климатом и громкостью. Volkswagen прислушался к просьбам пользователей. На центральной консоли появилась физическая многофункциональная шайба. По умолчанию она регулирует громкость аудиосистемы, а одним нажатием превращается в переключатель режимов вождения или настроек атмосферной подсветки салона. В топовой версии она предлагает до 30 оттенков, в стандартной – 10. Материалы отделки тоже заметно улучшились. Передняя панель и центральная консоль уже в базе украшены вставками из натурального дерева, а в местах, которые чаще всего трогаешь руками. Подлокотники и центральная консоль использован мягкий пластик и эко-кожа. Нижняя часть дверей пока остается из более твердого пластика, а вокруг экранов, как и раньше, много глянца, так что микрофибру придется держать под рукой. Сиденья нового Atlas уже в базовой версии сделаны из эко-кожи с электрорегулировкой по 12 направлениям и улучшенной поясничной поддержкой для водителя. Старшие комплектации предлагают премиальную кожу напа и кресло с массажем. Кроссовер доступен как в 6, так и в 7-местном исполнении. Для пассажиров второго ряда, наконец, предусмотрели дефлекторы обдува в центральных стойках. В топовых версиях капитанские кресла второго ряда получили не только подогрев, но и вентиляцию. Перенос селектора коробки передач на рулевую колонку освободил место на центральной консоли. Там теперь расположены 2 беспроводные зарядки. В салоне расположено 7 портов USB-C, которые входят в стандартную комплектацию. 7-й порт находится рядом с зеркалом заднего вида и предназначен для видеорегистратора. Электропривод 5-й двери и ручные солнцезащитные шторки для задних пассажиров теперь идут в базовой комплектации. Базовая аудиосистема оснащена 9 динамиками, а топовая версия – премиальная Harman Kardon с 14 колонками. И как и раньше, почти во всех версиях доступна панорамная крыша. Комплекс активной безопасности IQ Drive получил серьезное обновление. Адаптивный круиз Travel Assist теперь не только удерживает машину в полосе, но и умеет перестраиваться, достаточно включить поворотник. Более того, если система заметит, что водителю стало плохо и он не реагирует на предупреждение, автомобиль может самостоятельно остановиться у обочины. Раньше такое было невозможно. Машина просто останавливалась в полосе и включала аварийку.
Парктроники по кругу и система кругового обзора с высоким разрешением входят в базовую комплектацию. А для топовой версии доступен новейший Park Assist Plus, который делает парковку почти полностью автоматической. Продажи Volkswagen Atlas 2027 стартуют этой осенью. Точных цен пока нет, но, скорее всего, они почти не изменятся по сравнению с текущей моделью. Сегодня она стоит от 37 до 56 тысяч долларов в зависимости от комплектации. Volkswagen Atlas 2027 года снова напоминает нам простую истину. Не обязательно устраивать дизайнерский фейерверк или гнаться за статусом самого-самого, чтобы оставаться в игре. Он стал чуть современнее, чуть умнее и заметно технологичнее, но по сути остался тем же большим семейным и надежным кроссовером. И похоже, в этом и есть его главный козырь – не гнаться за эффектностью, а уверенно выполнять свою роль, как раз то, за что такие машины и любят. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Для нас это действительно очень важно. Ваша поддержка в виде просмотра, лайков и комментариев – это настоящее топливо, которое вдохновляет и мотивирует делать контент еще интереснее и полезнее. От души желаем каждому из вас всегда ездить с комфортом, быть максимально защищенными на дороге и получать от своей машины только положительные эмоции и кайф. Не пропускайте новые видео. Обещаем, впереди много всего классного и полезного из мира автомобилей. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставайтесь с нами. До встречи в следующих видео, будет интересно и по-настоящему полезно.